Это сон маньяка-убийцы, который попал в преисподнюю. Нет, лучше это. Скорн – это интерпретация на беременность и выкидыш. Хотя нет, лучше это. Скорн – это метафоричное представление наркотической зависимости, и мы играем за главного наркомана. Неплохо. Но вот моя любимая. Скорн – это про инопланетного почтальона, который несет посылку в своей голове, чтобы отдать ее хранителю портала. Что? На просторах интернета можно найти сотни теорий сюжета Скорн, и половина из этих теорий от людей, которые даже не знают о том, что существует артбук. Эб Software уверен перечитывает эти фанатские выдумки и радостно хлопает в ладоши, потому что, как сказал геймдизайнер Скорн, мы будем очень рады, если игроки найдут в нашей игре то, что мы хотели донести, но также будет круто, если игроки смогут увидеть в нем что-то свое. И дав такую волю игровому сообществу, разработчики буквально открыли дверь в безграничный мир выдумок и всевозможных интерпретаций. Я уже перечитал много, насмотрелся достаточно по этой теме и подметил для себя самые интересные, которыми не стыдно даже поделиться. Поэтому это видео можно считать сборником самых безумных теорий о Скорн, которые я смог откопать. Берите чего-то вкусного и все это запить. С вами Неми, и мы начинаем. Хочу сразу сказать, что теории по типу это приквел к Прометею или это мир инженеров, это происходит во вселенной Чужих и так далее, я не брал на рассмотрение, потому что разработчики в артбуке прямо заявили, что это их собственно выдуманная вселенная, вдохновленная по большей части Бексинским и отдаленно Гигером, и еще многими другими авторами. Никаких Чужих, Прометеев и Хищников здесь нет, и это абсолютно разные миры. Окей, теория матрицы. Вы не думали о том, что вселенная Скорн на самом деле является матрицей, только наоборот? Сейчас объясню. Фильм «Матрица» сестер Вачовски построен на идее, что все мы подключены к матрице, виртуальной реальности, созданной машинами для контроля над человечеством. По сюжету фильма людей хотят освободить от матрицы, но что если коллективный разум в Скорн это и есть та самая матрица, только с которой не хотят выбраться, а наоборот, в которые хотят сбежать от мира, который себя уже изжил. Посудите сами, развязавшие войну гомункулы повергли всю цивилизацию гуманоидов в хаос, да еще и способствовали появлению кратерной заразы, которая разрастается по всему миру, и ее уже вряд ли что-то остановит. И вот вы, последний из выживших создателей, наблюдаете всю эту срань, которая произошла с вашим миром. И у вас есть выбор, либо ждать своей неизбежной гибели, либо свалить или вознестись, называйте это как хотите, в подобие виртуальной реальности. Что вы выберете? Смотрите, Скорн это биопанк. Здесь даже оружие завязано на органике. Так вот, эти органические провода очень похожи на кабели из матрицы, которыми людей погружали в виртуальную реальность. А вот эта мясная куча, похожая на кокон, скорее всего биокомпьютер, на котором и стоит виртуальный рай, куда избежали гуманоиды. В артбуке описано, как разработчики приходили к дизайну мира игры, который не похож ни на что. Но на самом деле смысл у игры довольно простой. Это тупо матрица наоборот. Разработчики изменили мир машин на мир органики. Ведь с точки зрения этой расы так намного проще строить мир. Ведь зачем тратить силы на добычу колоссального количества ресурсов, если можно настроить процесс добычи органики, который можно сотворить во все что угодно. Отсюда выходит вывод, что раса создателей жили в мире, который опустошали, высасывали с него все ресурсы, как паразиты, но в итоге перешли на органику. Затем мир решился очиститься за счет скверны в виде кратерных существ. Отсюда встает главный вопрос: является ли данный мир паразитом для человека, или человек является паразитом для этого мира? Также симбиоз паразита с главным героем понимается как аугментация, только не проводами и протезами, как в Киберпанке, а с учетом того, что металл заменен на органику, что в свою очередь является биопанком. Со временем в Киберпанке протезов становится настолько много, что границы человека и машины стираются, что здесь выражено в главном герое, ведь он использовал паразиты как биомеханику, и в конечном итоге границы человека и биомеханики стерлись, паразит его полностью поглотил. Хорошо, что насчет теории «две матери»? Раса создателей пришла к выводу, что этот мир уже ничто не спасет, и решает начать все с чистого листа.
Светящийся коридор в конце игры – это портал в новый дивный мир, не разрушенный войной и не отравленный скверной. Там нет бесконтрольно разрастающейся органики, и там можно делать все, что захочешь. Но нужно дать этому миру жизнь. По светящемуся коридору в него должны пройти две искусственно созданные биомеханические матери, которые там и дадут жизнь новой расе создателей, у которых будут совершенные тела, и возможно в них будет коллективное сознание создателей. Воу, неплохо, вот только зачем тогда коллективное сознание, если можно было пройти физически, через дверь в новый мир? Возможно, для того, чтобы переродиться в идеальном теле. Вот если уж совсем ударяться в мистицизм, то это концепция райского сада, вот только исполняют это все сатанисты. В финальных сценах в Полисе трудно провести грань, где заканчивается наука и начинается религиозный ритуал жертвоприношения. Но, судя по всему, протагонист оказывается слишком слаб духом и решает сам пройти сияющий коридор, вместо того, чтобы окончательно покинуть тело. В итоге его настигает паразит, что способствует выбросу скверны в новый чистый мир, что окончательно лишает создателей какой-либо надежды на будущее. Кстати, насчет скверны. Обратим внимание на эти статуи, которые уже на стадии уничтожения. То есть скверна уже здесь, прямо возле так званого портала, поэтому если она и может попасть в тот новый чистый мир, то она давно уже это сделала. Либо же ей все-таки нужен физический носитель, который сделает последние шаги, коим в итоге будет новый протагонист, который родится из биомассы двух главных героев, точнее героя и паразита. Теория Скорн – это окно Овертона. Что если вся игра сделана для того, чтобы популяризировать трансгуманизм еще больше, только с уклоном на биоинженерию? Во вселенную Скорн выращивают живых существ для того, чтобы потом из них делать стройматериалы. Что если подобные игры являются окном Овертона, которое понемногу склонит людей к похожим технологиям? Или, к примеру, переработки мертвых созданий в что-то полезное, а потом и в сами стройматериалы. Если вернуться к прошлой теории, то цивилизация Скорн по сути это мы, то есть людская раса, прошедшая уже много ступеней эволюции и пришедшая в итоге к истощению планеты ресурсами. Человечество может начать заменять ресурсы на биокомпоненты, а это нас возвращает к самой первой теории матрицы. Ведь машины начали использовать людей как батарейки. Человеческое тело выделяет достаточно энергии, чтобы стать настоящим источником. Окно Овертона в деле. Люди истощают землю и идут на жертвы морали, используя подобные биотехнологии. Но со временем люди начнут к этому нормально относиться, как в свое время не могли принять гомосексуализм или какую-то веру. Теперь давайте копнем еще немного в мир Скорн и поймем, что паразиты это часть их культуры. По ходу игры мы находим устройство, с помощью которого мы снимаем с себя паразита. Можно предположить, что это устройство для другого применения и просто подошло для этой цели, но скорее всего в культуре создателей паразиты были чем-то вроде аугментации тела посредством биоимплантов в виде паразитов. Ведь благодаря этому пассажиру на нашем теле мы можем использовать оружие и другие технологии. Что если паразиты были частью культуры и контролировались, чтобы не поглотить своего носителя, а подобные устройства служили для того, чтобы в любой момент снять с себя улучшения? Из геймплея мы также понимаем, что гуманоиды весьма живучие и возможно их тела могут регенерировать практически любые повреждения, пока функционирует мозг. Теория о том, что в космосе еще летают кораблики гуманоидов. Этот мир настигла полная жопень, война и чудовища. Те из гуманоидов, кто помешаны на религии и желании коллективного разума, остались и, так сказать, вознеслись. Но что если другая часть общества, менее помешанная на вознесении, просто покинула эту умирающую Землю? И где-то там, в космосе, на причудливых кораблях из помеси технологий и живой плоти, они бороздят между звездами в поисках нового дома, а возможно ждут, чтобы вернуться на Землю и очистить ее. Хотя кто знает, может эти отделившиеся развязали конфликт, так же как и гомункулы, и создатели, поделившись на две фракции, прибегли к созданию креаторной нечисти, и теперь та фракция, что в космосе, ждет, когда зараза очистит Землю полностью. Закончится цикл, и нечисть умрет сама по себе, а они вернутся на чистенькую планету, чтобы дальше строить свое сумасшедшее общество. Это, кстати, отличный закидон на вторую часть. Прибытие корабля с гуманоидами и борьба с креаторными тварями. Хотя, к счастью или к сожалению, Скорн это не про экшен, это про философию.
Эй, йоу, спасибо всем, кто поддерживает канал Монетка. Вот эти замечательные люди. Чуваки, вы мои первые спонсоры, я вам очень благодарен. Также еще раз спасибо большое всем, кто закидал донатики. Вы очень помогаете в это сложное время банально выжить. Я уже делаю видео по игре Сома и думаю, получится видос подольше этого, уж я постараюсь. А пока что всех обнял и пойду дальше писать сценарий. Увидимся. С вами был Неми. Just like an angel, your skin makes me cry.